Приветствую вас, дорогие зрители канала «Каждому свое». С вами снова я, Юра. Я снова пришел в свою землянку, чтобы продолжить ее строительство. Сегодня в планах у меня в первую очередь закрыть левую стену. Да, осталась всего лишь одна стена. Ну а дальше уже нужно будет начинать заниматься полами, крышей и, конечно же, делать входную дверь. Сегодня я никуда не тороплюсь, поэтому буду делать все постепенно и буду наслаждаться процессом строительства этой землянки и наслаждаться, конечно же, природой. Ну а вас взял я с собой для того, чтобы вы мне через экраны своих смартфонов, телевизоров помогли во всем этом. Ну а сейчас первым делом, после того, как я разложил здесь все свои вещи, я хочу проверить свою фотоловушку, которую я оставил здесь. Если что-то интересное попалось, я обязательно вставлю в этом видеоролике. К счастью или к сожалению, на фотоловушке никого не было, никто не попался. Поэтому сейчас допиваем чай и принимаемся за работу. На эту боковую стену я уже не использую сильно толстые бревна, беру потоньше, потому что по предыдущему опыту, когда я прошлые стены строил, я старался брать бревна потолще, и из-за этого у меня уходило много сил, много времени, чтобы их сюда затащить. И помимо этого я затратил еще очень много гвоздей 200-х, самых больших, просто в холостую, так как они не вбивались в эти толстые бревна, они все кривились. Несмотря на то, что я даже их в масло макал, все равно тяжело. А вот с таким диаметром бревна работать полегче намного. Его и заносить легко, и вбивать, как видите, тоже намного проще. Поэтому эту стену я уложу вот такими бревнышками. В общем, со стеной я почти закончил. Осталось мне установить последнее бревно. И я нашел для себя неплохой способ для того, чтобы вбивать гвозди легче было. Я беру шуруповерт, ставлю его на режим сверло. И этим самым сверлом просверливаю отверстие в бревне. И далее в это отверстие вбиваю уже 200-е свои большие гвозди. Тогда вбивать уже легче, они не загибаются, и процесс сам по себе идет намного быстрее. Кстати, как раз у меня осталось 2 гвоздя 200-х. На всю эту стену у меня ушел ровно 1 килограмм гвоздей. Стену я закончил, остается лишь только натянуть тент. И я думаю, этого одного тента на крышу будет недостаточно. Размеры этого тента 4 на 3.
Нужно будет взять еще один поболее, размером 5 на 4, чтобы закрыть вот все щели. И туда вода никакая не сочилась внутрь. Вот, а тем временем что-то какие-то тучки опять надвигаются. Дождь не передавали. Ну, какой-то ветерок нехороший. Надеюсь, сегодня без каких-либо катаклизмов погодных. А еще, смотрите, хочу что вам показать, что я нашел. Пока я здесь ходил, бревна искал в землянку, я ногой случайно задел, сбил грибочек. По-моему, это масленок. Если я не прав, поправьте меня в комментарии. Я так беглым взглядом здесь вот прошелся. И вот они, молодые маслята еще, смотрите, маленькие совсем. Вот. А то я сегодня утром, пока шел сюда в землянку, я обнаружил прям по пути очень большое количество поганок. Здоровые всякие, разноцветные и серые. И я все под ноги смотрел себе, думаю, блин, ну раз поганок так много, то должны быть и, наверное, хорошие съедобные грибы. Но ни одного не нашел, пока шел сюда. И уже как-то и забыл про все это. А вот сейчас прям рядом с землянкой обнаружил маслята. Вот, так что надо будет пройтись, наверное, сегодня. Будет время. Пройдусь, посмотрю еще. Если найду, соберу, может быть, пожарю их вечерком на сковородочке. В общем, пока у меня тут обед готовится, я вспомнил про грибы, которые растут рядом с землянкой, и решил пройтись еще поискать их. Ну, скажу вам, улов у меня так себе, конечно же. Дело в том, что, видимо, они только-только прям начали появляться, эти маслята. Видите, они совсем маленькие все. Ну, есть чуть побольше экземпляры, но все равно это не то, конечно же. Но я вот собрал себе на обед так чисто, чтобы вспомнить вкус самого гриба. Сейчас я их и хочу пожарить вместе с курицей на сковородке. Маленькие, зато все прям чистенькие, как на подбор. Еще кто-то говорит, что с этих маслят нужно снимать вот эту вот верхнюю пленочку с гриба. Кто-то говорит, что не нужно. Я думаю, все это зависит от того, насколько старый либо молодой гриб. Если гриб уже старенький, то пленочку, наверное, лучше снять. А если гриб молодой, как вот в данном случае, ее можно и не снимать. Но я снимаю ее только лишь для того, чтобы грязь всю убрать с него. Я их, естественно, еще промою сейчас. Я и не думаю, что их нужно как-то нарезать мелко, потому что они сами по себе-то маленькие.
Ну вот, мой обед и готов, друзья. Пора пробовать. На обед у меня сегодня, как вы видите, гречка с курицей и лесными грибами, собранными собственноручно моими руками. Здесь, прямо рядом с землянкой. А все это буду запивать я вкусным свежим кофе из куксы. С чего бы начать-то? Ну, наверное, с грибов. Обалденно. Я не буду ничего говорить, друзья. И так все понятно. Вкуснотища. Еще знаете, в чем кайф обеда вот в таком месте? Это то, что ты находишься один здесь в полном единении с природой. Вам, наверное, не слышно, но там сейчас за землянкой стучит прямо рядом дятел, поют птицы. И я понимаю, что я сейчас нахожусь здесь один, рядом нету никого, ни единой души, кроме меня одного. А я в этом диком месте, мало того, что просто существую, так я еще и здесь и вкусно кушаю. В общем, друзья, ситуация на данный момент такая. Опять с той стороны надвигается какая-то беспросветная туча. И, скорее всего, сегодня опять ливанет дождь. Я уже и планировал как бы и начать полы делать. Достал рулетку, начал мерить размеры пола. Но погода мне сегодня это не позволит, по всей видимости. Вот опять гремит. Да. В общем, сейчас буду пережидать. Надеюсь, что вся эта ситуация кратковременная, не будет затяжного дождя. Переждем сейчас с вами в землянке, в общем, весь этот гром, дождь. А потом уже, как все это закончится, продолжим работу. Надеюсь. Похоже, что лесной бог сегодня надо мной смилостивился. Дождь был, но такой кратковременный и не особо сильный. Поэтому, видимо, это знак, что нужно все-таки начинать делать пол. В общем, только я пошел за закладными бревнами для пола, как дождь снова пошел стеной. Но я подозреваю, что он так будет идти весь день. То сильнее, то чуть слабее. Поэтому я думаю, что буду такими небольшими перебежками все-таки делать небольшие дела. Все-таки дождик-то летний, сейчас не осень, не зима. Я думаю, что ничего страшного со мной не случится. Вот такие закладные бревна я буду сейчас носить сюда. Их мне понадобится 3 штуки. Я их буду выравнивать при помощи уровня, чтобы пол был ровный. И поперек еще буду укладывать бревна на них, которые будут служить уже полом. И буду я их прикручивать при помощи саморезов, либо прибивать гвоздями.
Ну вот и все, друзья, с этой половиной пола я закончил. Осталась еще у меня вторая половина, это где лежак и столик. Но это все я оставлю на следующий раз, потому что сейчас уже начнет темнеть, и нужно мне что-то сготовить еще себе на ужин. Ну и, естественно, здесь все привести в порядок и прибраться. Ну, а для приготовления ужина я достал свою старенькую коптилку. Я хочу закоптить в ней свое оставшееся куриное филе. Ну вот, дорогие друзья, и подошел к концу сегодняшний день. Буду сейчас ужинать. Ну и хочу подвести итоги сегодняшней проделанной работе, о которой я очень доволен. Сделал я сегодня уже последнюю стену. Все стены готовы в землянке. И принялся вместе с вами за пол. Половину пола мы с вами сделали. Остается вторая половина, которую мы начнем уже, я думаю, в следующих роликах. Ну и, конечно же, нужно начинать делать крышу и обязательно сделать дверь. Без двери здесь, конечно, спать не очень уютно, особенно одному. Ну и, друзья, я бы хотел вас всех проагитировать, побольше ставить лайков, побольше писать комментариев авторам понравившихся вам каналов. Потому что все вы сейчас знаете, в каком сейчас подвешенном состоянии находится наш YouTube. И я уверен, что многие авторы каналов, особенно у маленьких каналов, новых каналов, сейчас такая дилемма, как продолжать снимать видео, либо уходить в какую-то другую платформу. Вот. Поэтому, друзья, не скупитесь на лайки, не скупитесь на комментарии. Этим самым вы смотивируете авторов понравившихся вам каналов снимать и продолжать делать для вас красивые ролики. Всех с добрым утром, друзья. Время сейчас 9:30 утра. Я уже успел позавтракать кашей. И сейчас вот сижу, пью горячий чай, согреваюсь им. Всю ночь до самого утра лил дождь. Ну а сейчас я буду допивать чай и собирать вещи домой. В следующем выпуске, я уверен, мы с вами доделаем здесь полностью пол. И нужно приниматься за крышу и начинать делать дверь. Потому что без двери здесь, ну, во-первых, некомфортно спать. А во-вторых, сюда задувает ветер. Из-за этого прохладно под утро становится. О чем вот мой говорит заложенный нос по утрам. Ну и на этой ноте, я думаю, с вами прощаться сегодня, друзья. Не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписан. Поставьте лайки, если
вам понравился этот мой выпуск из землянки. Ну и до новых встреч, друзья, до новых приключений. Всем пока.